Поиском программистов есть 3 ключевые проблемы. Первое, они чертовски дорого стоят. Вторая, если вы не являетесь программистом или у вас нет большого опыта работы с программистами и понимания предметной области, вам сложно определить вообще кандидат, годный, негодный. И третья проблема, мало его найти, надо его еще и удержать. Потому что если он уйдет, и вы начнете искать следующего, то я вам гарантирую, следующий, кто придет, начнет важно качать головой и говорить, написали просто кучу говнокода, как это делать, править теперь я не знаю, придется все переписывать. И казалось бы, есть простое, замечательное решение, просто найти себе партнера. Пусть он всего-то его и надо все разработать, а вы уж как бы все это потом продадите, и все станут миллиардерами. Но, забегая вперед, на мой взгляд, такое решение как раз в 99% случаев будет самым плохим и ни к чему не приведет. В этом видео не будет как подробных разборов площадок, где вы можете искать самих программистов. Скорее видео о том, что за зверь такой программист, какие разновидности их доступны для вас на рынке и с кем из них, на каком этапе развития вашего продукта или подбора человека для автоматизации вашего бизнеса вам эффективнее и выгоднее работать. Приветствую вас, дамы и господа, я Артем Галухин, и вы на кофе-брейке про IT и автоматизацию для вашего бизнеса. За наши успехи. Я в бизнесе и в услугах для него уже более 10 лет. Однажды у меня был печальный опыт того, как я решил запустить свой стартап и все провалил, в основном от незнания как раз базы. И поэтому я пошел учиться. 6 лет работал сам программистом. И теперь вам рассказываю на доступном и понятном нам с вами предпринимателям языке о том, что же такое IT, что там такого действительно сложного и как с этим всем бороться. Ставьте лайки, чтобы поддержать меня и эти начинания, потому что понятно, что аудитория у таких видео довольно узкая. Если вам нравится, не стесняйтесь. А сегодня тема, как найти и выбрать для себя программиста. Свой стартап, возможно, продукт, который вы решили разработать для собственного бизнеса или, может быть, для автоматизации. Начнем давайте с того, что более глубоко, собственно, пробежимся по проблемам с наймом программистов, о которых я уже мельком говорил. Первая проблема, то, что программисты дорогие. Здесь я прям углубляться по всем подряд рынкам не буду, но захвачу рынок РФ и США. Первый я исторически просто хорошо знаю, про второй много читаю. Вот если говорить о США, то за прошлый год там было уволено 279 тысяч человек из разных компаний, в основном довольно крупных, и из них было очень много, в том числе и программистов. Что касается России, там с началом понятных событий, с одной стороны, стало меньше рабочих мест, потому что зарубежные компании многие ушли просто с рынка, а кто-то перенес свой бизнес в другие регионы. С другой же стороны, программистов тоже стало немножко меньше, потому что кто-то уехал из страны. Но, тем не менее, отсутствие зарубежных конкурентов, на что в основном повлияло, это на то, что перестала расти зарплата у программистов. Как бы все бы вроде хорошо, да только проблема в том, что она не настолько перестала расти и упала, чтобы они стали дешевыми, они все равно дорогие. Все это ведет, к сожалению, к тому, что в ближайшем будущем нам с вами не видать дешевых программистов. И даже если вы слышали, читали о том, что нейросети начнут писать код за программистов, все вот это, то не стоит ожидать этого в какие-то ближайшие даже 10 лет. И, скорее всего, если вы прямо сейчас и здесь хотите что-то разрабатывать, то, это не ваш вариант. Вторая проблема понимания или недостатка опыта. Я о том, что если вы сами не программисты и их раньше не нанимали, то, скорее всего, вам сложно или практически невозможно это будет сделать. Проблема здесь в чем? Если вы хотите нанять какого-то условного продажника, да, разумеется, это тоже не очень-то просто, но вы можете с ним поговорить по-человечески, спросить какие-то понятные вещи, попросить продать ручку в конце концов и сложить о человеке более-менее внятное впечатление. Что же касается программиста, даже если вам повезет и напротив вас окажется человек, который не хочет искренне вас обманывать и хочет прям честно и прозрачно все рассказать, то, во-первых, с большой долей вероятности он с вами говорит не на одном языке, и то, что он начнет вам говорить, вы просто рискуете не понять. А во-вторых, даже программисты полностью и прям на 100% понимают только других программистов, которые работают с ними в одной и той же нише. То есть есть условный фронтенд и бэкенд, и одни других могут плохо понимать. В целом, как обычно решается подобная проблема в компаниях? Есть какой-то верховный технодядька, техдиректор или техлид, еще их часто называют в IT-компаниях, и он собеседует, собственно, программистов новоприходящих. К сожалению, да, если вы только запускаетесь и у вас нет такого дядьки, для вас эта опция закрыта. И третья проблема, которую мы сегодня решаем, нужно еще удержать программиста. Я бы сказал, что это самая стрёмная из проблем, потому что, по сути, даже компетентность человека, как можно проверить, обычно его берут на испытательный срок и
там, месяц, два, три могут держать и смотреть, как человек работает. Да, конечно, это требует больших вложений денег уже, потому что они дорогие, да. Тем не менее, ну, хоть как-то вы проверите. Вот, чтобы удержать человека дальше, проблема здесь в чем? Часто люди приходят, иногда, если вы не крупная компания, то вам светят только какие-то условные новички, они поработают у вас эти же самые полгода, а потом у них будет уже в резюме строчка, что они полгода отработали, и они просто найдут себе более крутую компанию, куда срулят от вас, да. Проблема здесь в чем? Я уже говорил, что следующие программисты, которые приходят, они очень любят хоронить код предыдущих программистов, поэтому есть шанс, что потрачено будет очень много денег, а все, что будет произведено, просто вам скажут, надо это выкидывать, типа, и писать заново. С одной стороны, как-то выглядит безнадежно, что ли, да, как вообще находить выход из этой ситуации. И я сам именно программистов вот так вот в штат не нанимал на постоянную работу. Я скорее сам был тем программистом, который собеседовался и нанимался в штат. Но было у меня время, когда, например, нанимал промышленных альпинистов. И там тоже, с одной стороны, конечно, это стройка, и проверить, что человек сделал, гораздо проще. Но риск, если ты возьмешь некомпетентного человека, он тебе может обернуться травмами там или еще чем похуже на стройке, а ты как гендиректор будешь условно за это потом отвечать. Что касается программистов же, у меня был тут скорее опыт поиска именно в качестве партнеров ребят, и об этом я расскажу чуть дальше. Для начала важно понять, что разработчики, да, равно как и дизайнеры и другие специалисты из той же IT-сферы, бывают трех разновидностей. Первое — это наемный сотрудник, условный работяга, которого вы берете себе в штат, загружаете его на 40 часов в неделю, платите ему помесячную зарплату, и он стабильно на вас работает. Вторая разновидность — это фрилансер. Это человек, которого вы в штат уже как бы не берете, и делает он задачи со сдельной оплатой. Ну, то есть, сколько вы ему задач нарезали, на сумму какую-то с ним договорились, столько он их и закрывает, а вы ему за это платите. Третий вариант — это полный аутсорс. Здесь скорее речь идет даже не об одном разработчике, а там на целой команде разработки, которая есть в другой компании. Вы туда обращаетесь, платите деньги, за объем работ договариваетесь, принимаете результаты и оплачиваете. С точки зрения предсказуемости результата и снижения рисков, вроде бы кажется, что последний вариант с подрядными отношениями выглядит самым выигрышным. Как минимум, вы на уровне техзадания передаете целиком все задачи дальше, а их там уже нарезают, декомпонируют, раскидывают, контролируют по своим разработчикам. А проблема здесь в чем? Сам статус как бы компании условной, которая к вам пришла на подрядные работы, вообще не гарантирует, во-первых, того, что у них работают какие-то специалисты на постоянной основе. Возможно, они также будут это все перекладывать на каких-то там фрилансеров на биржах. А во-вторых, также она не гарантирует вообще хоть какой-то авторитетности. То есть то, что это компания, это не значит, что они лучше выполнят свои задачи, чем там иные и фрилансеры или программисты. Как же проверить потенциальную компанию подрядчика, если хотите снизить свои риски? Ну, во-первых, можно спросить о том, какие они уже выполняли проекты, увидеть их какое-то портфолио, может быть. А во-вторых, если есть портфолио, можно связаться с предыдущими заказчиками и узнать как минимум, как себя порядочно-непорядочно вели ребята, насколько приятно осталось впечатление от работы с ними. А в-третьих, можно попробивать компанию в интернете по отзывам. Если даже вы не найдете отзывов заказчиков, то, возможно, вы найдете отзывы работников. И иногда это может быть даже полезнее. Уверен, узнаете много нового, если такие найдете. Ну и четвертый, если вдруг известно что-то об организаторах компании, топ-менеджерах, можно попробивать их и узнать, что это за люди. Может, у них есть какой-то там большой опыт за плечами доказанный. Ну, или наоборот, какие-то неудачи, которые уже описаны, и вы хотя бы о них будете знать. Разумеется, стоит понимать, что если вы решите обратиться к компании, то цена разработки вот такой вот на аутсорсе или на подряде для вас будет как минимум в 2 раза дороже, чем работа с условными фрилансерами или наемными программистами. Но если вопрос не зависит прямо от бюджета, и главная ваша цель — это снизить риски, то, возможно, такой подход самый оправданный. Давайте теперь разбирать фрилансеров. Эти ребята хороши тем, что, как минимум, если фрилансер опытный, он самоорганизованный человек, потому что он скорее всего, умеет говорить с вами на одном языке плюс-минус. С ним проще будет обсудить задачу, которую вы требуете от него сделать. Кроме того, довольно соблазнительно выглядит перспектива не платить человеку вот гарантированно месячный оклад, а платить только за тот фронт работ, который выполнен. Обитают эти ребята на всевозможных фриланс-площадках. Если загуглите их, массу найдете. И иногда там даже можно устроить целый конкурс, когда вы опубликуете свое техническое задание, ну или просто как бы описание работы, и на него сбегутся местные фрилансеры,
которые специализируются на вот этой нише, в которую вы заходите, и накидают вам собственных цен, каких-то предложений. Так а в чем же подстава-то тогда, если все выглядит вроде как совсем сладенько? Прикол тут в том, что надо понимать, во фриланс люди идут по двум причинам. Условно, либо от хорошей жизни, либо от плохой жизни. Если человек не может через собеседование пойти устроиться на нормальную работу, которая бы ему подходила, то получается, что от плохой жизни, потому что он тогда идет на площадке и начинает продавать там себя вот так вот по часам, чтобы хоть что-то зарабатывать. Вторая крайность, когда человек идет от хорошей жизни, здесь имеется в виду, что есть прям головастые опытные специалисты, они научены решать всякие супер крутые сложные задачи, но обычно такие фрилансеры очень дорого стоят, могут стоить даже дороже, там, чем часы в условной аутсорсинговой компании, и таких ребят не нанимают обычно на решение каких-то там рядовых задачек, типа сайтик сверстать, там какое-то базовое приложение накидать, их скорее берут под специальные вот такие узкозаточенные сложные задачи. Ну и вдобавок к таким ребятам, скорее всего, особо и нет нужды-то на каких-то площадках фрилансовых размещаться, потому что ниша молодая, здесь прям крутых специалистов довольно немного, а еще и таких, которые на коммуникацию как бы нормально, и поэтому, скорее всего, у них уже очередь от желающих с ними поработать. Да, тут есть, конечно, оговорка. До этого момента я как-то всех кодеров объединил в одну кучу, но среди тех же фрилансеров прям есть отдельная каста людей, которые довольно давно занимаются фрилансом, еще до того, как айтишка хайпанула. Они занимаются решением таких несложных задач, типа сверстать сайт, там, сделать какую-нибудь рассылку. Они неплохо себя чувствуют в своей нише и даже, возможно, больше стали зарабатывать с тем, как айтишка хайпанула. Но я о том, что если вы хотите разработать стартап, вот прям приложение или какое-то автоматизированное решение для собственного бизнеса, то здесь навык немножко другой нужен. И специалисты нужны не те, которые разрабатывали вот эти сайты-визитки исторически. И также сложная для решения проблема здесь будет в том, что если вы отдаете на подряд, например, работу, то все-таки ваш подрядчик как-то контролирует качество кода, даже если вы сами не знаете, как его контролировать и в него не залезаете. Если же программист работает на вас, наемный, он сам худо-бедно, но старается все-таки писать нормальный код, потому что ему в него еще снова залезать и снова там что-то писать. А вот если вы отдаете задачу фрилансеру, то какая у него мотивация вообще хоть как-то постараться написать для вас качественное решение? Ему надо хоть как-то написать, чтобы оно худо-бедно работало, потом отдать и забыть, откреститься, забить как бы. И еще одна немаловажная, прям даже, возможно, самая сложная для многих проблема здесь будет в том, что вот насколько вы будете готовы рандомному человеку какому-то там с площадки давать доступ во все свои святая святых, там, к базам данных, к сайтам, к хостингам. Ну, вопрос тоже такой довольно открытый. Тем не менее, есть ситуации, в которых и работа с подобными специалистами вполне оправдана, и в выводах к этому видео я буду разбирать, где и кого удобно привлекать. И вот мы добрались наконец-то до программистов, которых нанимают штат на постоянную работу. Я сам был таким программистом и могу с уверенностью сказать, да, на месте такого программиста у тебя есть мотивация и желание, и возможности заморачиваться о качестве кода, писать более качественное решение, более круто решать поставленные задачи, ну и обсуждать решения там с коллегами, например. Тем не менее, на рынке считается, что есть разница даже между наемными программистами, условно, которые вот работают в продукте, в готовом, там, условно, в Яндексе, да, и в студии какая-то организация, которая, собственно, и берет на аутсорс разработку. То есть здесь логика вполне понятна. Если вы и ваш заказчик работаете в одной компании, то вы как бы находитесь на одной стороне. И поэтому, когда идет разработка продукта, то у людей там мотивация вкладываться в качество кода выше. Если же вы работаете в студии, то, соответственно, заказчик — это обычно не люди, которые у вас в студии, вам платят за закрытые часы работы. И поэтому у вас мотивация писать какой-то крутой качественный код ниже. И, конечно, казалось бы, круто набрать таких ребят, полный штат себе и накидать им задач, все бы они делали. Но есть несколько проблем, которые придется решать. Первая из них — это проблема менеджерская. Вам придется этих людей нагружать задачами, потому что вы их берете в штат, значит, они у вас должны 40 часов в неделю быть нагружены, 4 недели в месяц, иначе вы им платить-то будете как бы, а работать они не будут. И здесь вы не скажете, найдите сами себе задачу, потому что это и не их задача, то есть вы их в этом не обвините. Следующая, тоже финансовая такая проблемка, вы берете на себя полную ответственность за этих людей. Если вы отдаете, например, на аутсорс разработку и вам накосячили, то есть вот вы видите, что вам сделали какую-то какулю, да, вы ее кликаете, она не работает, вы можете на эту студию там наехать через суд или там на словах как-то договориться и либо возместить часть стоимости разработки, либо целиком возместить все потраченные деньги. Если же вы нанимаете в штат программистов, ну, ничего вы с них не возьмете обратно, вы их нанимаете, они у вас работают, вы им платите, да, если они от вас уходят, вы с них деньги обратно не заберете. А если вы решите обмануть программистов, здесь возникнет еще одна проблема, есть такое понятие, как HR, репутация бренда, и если вы раньше времени начнете ее себе
поганить, ну, то есть складывать о себе мнение как о плохом работодателе, то, скорее всего, вам потенциально будет еще и сложнее набирать новых программистов. Ну, я уж молчу о том, что программисты — это люди, которые живут в интернете, и за ними не заржавеет написать какой-нибудь отзыв. Ну и, собственно, как я уже говорил не раз в видео, тут как раз встает во весь рост проблема найма, что вам нужно собирать резюме, размещать вакансии, каким-то образом отсортировать их, определить, кто из людей врет, кто не врет. А если что, сейчас прям на рынке есть такая тенденция, что люди накручивают себе опыт, привирают о том, что они умеют, и прям вот так вот нагло, даже через нормальных рекрутеров, тех, которые как бы шарят в предметной области, все равно прорываются, устраиваются на позиции, причем иногда и такие довольно высокие. И давайте отдельно разберем тему программистов-партнеров. Я вас уверяю, те, кто учились программировать не в последние вот эти 3 года, я не знаю, когда это стало супер популярно, и когда все прям туда ломанулись свичиться в айтишечку. Вот те, кто учились раньше, они все повально, по-любому, получали предложение, что-нибудь типа: давай мы с тобой разработаем стартап, ты разработаешь, а я продам. Типа, я буду бизнес-партнер старший, ты вот младший. Все бы ничего, в целом это правильное действие, как бы, если сами вы не являетесь технарем, найти себе партнера-технаря в то, чтобы технологическим бизнесом заниматься. Проблема здесь в том, что единственный, на мой взгляд, как бы грамотный вариант развития событий, когда такая схема взаимодействия подойдет, это если вы друг с другом, вот с этим партнером, знаете себя 100 лет в обед друг друга, знаете, на что вы способны, оба компетентны и действительно можете сделать то, на что подписываетесь. С важной оговоркой, что человек, вот этот технический партнер, он метит-то все-таки не в программиста, он потенциально должен стать техническим директором продукта. И не стоит тут, наверное, объяснять, что разница между рядовым программистом и техническим директором довольно высокая, в том числе и в скиллах, и в обязанностях, которые придется решать. Во всех же прочих ситуациях, как это обычно выглядит? Есть один партнер, который считает, что у него родилась какая-то гениальная идея, которая вот он сейчас перевернет мир, заработает миллиарды, только ему и не хватает та, что разработчика. Что, кстати, в 99% случаев из 100 будет гарантированно не так, потому что идея вообще ничего не стоит, и, есть очень-очень исключительные идеи, и я даже не знаю, какие, на самом деле реализация все равно будет на 99% успех гарантировать или не гарантировать. Вы бы знали, сколько раз мне предлагали разработать Uber для грузовиков, и каждый человек, который вот это вот предлагал, он каждый думал, что он единственный, кто об этом догадался, что в этой нише есть деньги, что сейчас мы там срубим, видимо, кучу денег, стоит только эту проблему решить. Проблема же, собственно, человека, который с идеей, обычно в том, что у него нет денег на реализацию этой идеи, он не готов там продавать свою квартиру, машину, не знаю, какие-то акции, чтобы собрать эти деньги и вложить их в бизнес, чтобы покрыть собственные риски, но зато он с удовольствием бы рискнул временем своего новоиспеченного партнера, чтобы тот как раз потратил все свое время на разработку. И не стоит думать, что в такой ситуации я как бы называю плохим человека с идеей или предпринимателя, потому что знаете, что думает программист в это же время со своей стороны? Скорее всего, он думает: я еще начинающий джун, у меня нет никакого опыта, мне вот сейчас идти искать работу как бы без варианта, надо бы где-то надыбать хоть какого-то опыта, да и ладно, впишусь в этот стартап, поработаю с человеком, там выгорит, не выгорит, пока на такси покатаю, как бы денежку какую-то заработаю. А потом проходит полгода, он может написать себе хоть что-то в резюме, он набил хоть как-то руку, какие-то задачи порешал, ему в принципе наплевать, кто ему эти задачи ставил, он пойдет резюме разместить где-нибудь на бирже труда и быстренько найдет себе, раньше, по крайней мере, мог себе быстренько найти работу и попрощается с вами как с бывшим уже партнером. И, к сожалению, статистика безжалостна, большая часть бизнесов-то прогорает, а у стартапов их большую часть даже и не доводят до запуска, до релиза. А рынок венчурных инвестиций при этом есть и вообще только в США, как бы в России это вообще тема не развита, и у нас даже с точки зрения закона взять там, поделить как-то бизнес нормально, с акционерами условно раздавать кому-то там куски, это даже нормально юридически не оформить. Но может быть, кстати, еще хуже ситуация, если программист действительно идейно прям погрузится в проект, начнет это разрабатывать, вы там с ним начнете тратить кучу времени, сил. Я видел, кстати, такие примеры, познакомился как-то в такси с человечком, они там разрабатывают 5 или 8 лет какой-то продукт, у которого он вроде на весь мир ориентирован, но у него там типа 20 пользователей, что ли, которые не покрывают даже их разработку, стоимость этого сотрудника, который разрабатывает стартап. И в итоге все уйдут в долги, и там, где каждый бы вроде мог заработать, и потенциал был, люди просто на какой-то мечте непонятной погружают себя глубоко и надолго в проблемы. А рождается все такое, к сожалению, как раз от незнания и от восприятия технических продуктов, как от какой-то легонькой проблемки, тут 2 байта отослать, типа сейчас мы быстренько накидаем, запустимся и как бы нас с руками оторвут просто потому, что у нас крутая идея.
Про себя могу сказать тут, что я был и человеком с идеей. Это вот эта вот история про стартап, который провалился. Я тогда работал в строительной нише, и у меня была прям наполеоновская идея, как там можно революционно изменить весь строительный бизнес в России. Но я, очевидно, переоценил тогда как бы легкость разработки. То есть я думал, что все легко, и ребята, с которыми мы начинали разрабатывать, говорили: да, тут ерунда, сейчас быстренько разработаем. Хотя это было явно не так. Не подумал, насколько я вообще смогу-то затащить такой продукт. Хорошо, что он довольно быстро как бы рассыпался, и мы все это закрыли. Я был и человеком-программистом, который тоже на таких партнерских началах начинал разрабатывать идею. И идея-то вроде там была здравая и хорошая, но, во-первых, скорее всего, в ней все равно бы не было денег, а во-вторых, я там от незнанки, так как вообще был неопытный, тоже думал, что все будет легко и просто. А оказалось, что сложность продукта, даже простого вроде бы, она довольно велика, когда там разные фичи начинают пересекаться, и разработка, особенно если это делается в одно лицо, она не случится там за полгода условно, и за год, скорее всего, тоже не случится. Так и получилось, что, собственно, там разорвали партнерские отношения, а я пошел работать по найму и сходу начал зарабатывать довольно неплохие деньги, которые еще и увеличил потом. Ну, то есть искушение вот такого партнера-программиста будет высоко, чтобы от вас уйти, если рынок динамичный. Ну, сейчас он немножко подмерз, но как бы это не навсегда. И там прям живыми деньгами вот прям сразу здесь и сейчас платят. Ну и на самом деле я тут могу бесконечно рассказывать про каждый вид программистов, в каких ситуациях, чего, как там с ними взаимодействовать, какие есть плюсы и минусы, но это прям раздует наш кофе-брейк до бесконечных размеров, поэтому сначала напомню, подпишитесь, кто не подписался, я не виноват, здесь на канале, я не знаю, сколько еще таких каналов публикуют подобный контент, но я думаю, что он довольно полезный и узкоспециализированный. Давайте собирать здесь комьюнити такое предпринимателей, и давайте переходить к тому, а что, собственно, делать. Итак, мы с вами разобрали, может быть, немножко поверхностно и упрощенно, но, тем не менее, кто же из программистов доступен на рынке, какие у них есть плюсы, какие минусы. А теперь давайте разбираться, в какой стратегии двигаться, если у вас вот есть задача, например, разработать стартап, либо какое-то решение для вашего бизнеса, ну, внутреннее или там наружнее, или, может быть, провести автоматизацию. Программистов по найму, как, очевидно, идеальный вариант с точки зрения качества и контролируемости процесса, будем считать, собственно, таковыми, самым крутым решением, но ввиду того, что оно довольно сложное и рисковое и дорогое, оставим его на потом, то есть на какую-то стадию, когда вы уже имеете продукт, имеете кэшфлоу какой-то, у вас, скорее всего, есть уже технический партнер, который поможет собеседование проводить и выбирать, кого нанимать в штат. И вот тогда можно, да, переходить к найму прям постоянных программистов. В идеальной компании будущего они у вас все будут нагружены работой, замечательно устроены и будут прям хотеть с вами долго работать, и вам не придется их как-то насильно у себя пытаться удержать. А с чего же начать вот прямо сейчас, пока еще нет идеальной компании будущего? Ну, во-первых, советую, если еще не смотрели, посмотреть видео на канале про то, что такое MVP, минимально жизнеспособная версия продукта. Если кратко, то это вот если отрубить все, что не нужно, возможно, отрубить и оставить только самый сок, вот это вот получится MVP. Собрать техзадания по вот этой MVP, то есть прямо описать четенько, что вам надо, и дальше вам каким-то образом нужно оценить, сколько же стоит подобная разработка. Не открою ни для кого Америку, что некоторые компании делают подобный расчет стоимости. Может, они вам не выдадут целиком смету, не распишут там, сколько, каких часов на что надо потратить, но хотя бы какую-то ориентировочную цифру, скорее всего, дадут, и, возможно, дадут бесплатно. Можно пойти по этому пути. С другой стороны, тут сразу стоит понимать, что IT — это такой не самый прогнозируемый бизнес, и процесс разработки, он тоже подвержен массе различных рисков, поэтому, скорее всего, вам четко никто не оценит. И выкатят в итоге вам вместо сметы стоимость за час работы, это может быть 50, 100, 200 долларов за час. И будет сказано, что вот есть у нас такой фронт работы, мы оговариваем с вами, например, там на месяц, на неделю или на сколько-то там часов работ, и вы в конце месяца их там закрываете или вперед оплачиваете скорее даже деньги, а мы вам типа результат в конце. И то есть определить, сколько же времени займет разработка подобного продукта, скорее всего, так будет невозможно. То есть посыл будет в том, что вот мы сейчас начинаем, а когда закончим, тогда как бы и закончим. Тем не менее, можно сходить и спросить, потому что какие-то студии, тем не менее, все равно попытаются оценить хотя бы очень образно срок, в который можно разработать ваш продукт, и вам будет, хотя бы от чего-то оттолкнуться. И если у вас на этом этапе получилось собрать хотя бы какие-то очень образные вот эти вот оценочки, типа по срокам и по стоимости разработки, то следующим шагом надо умножить этот срок и эту стоимость на 3, а лучше даже на 5, и подумать, вообще вы столько денег сможете привлечь и найти. И если не сможете, то, скорее всего, наверное, стоит отказаться даже от идеи, как бы влезать в эту разработку, потому что так оно и получится, скорее всего. И если вы ответили, что да, найду, да, как бы смогу, то дальше стоит искать, собственно, исполнителей, кто этим будет заниматься.
с посылом сделать подешевле, опять же повторюсь, скорее всего лучше, наверное, не влезать, и сильно сэкономить все равно не получится, скорее всего вы вылетите за пределы любых своих даже самых смелых ожиданий в цифрах. Но если готовы все равно, то начал бы я с того, что прошелся бы по знакомым. 1-2 рукопожатия. Если там есть кто-то, кто в теме разбирается, ну хоть в какой-то степени, пусть не супер прям глубоко, как минимум у вас будет какое-то доверие к этому человеку, и он вам сможет объяснить хотя бы, что вам нужно, в каком количестве, и не будет вас обманывать. То есть он не будет замотивирован в том, чтобы обмануть вас и больше с вас денег срубить. Если знакомых нет, то, возможно, стоит пойти как раз на рынок фриланса, пока у вас еще нет каких-то там суперсекретов, которые бы вы боялись фрилансерам поручить. Вы вообще еще открыты для опыта взаимодействия нового и сами как бы погружаетесь в рынок. Возможно, именно фриланс-биржи станут для вас хорошим началом. Там, конечно, своеобразная тема, то есть с кем-то нужно будет поторговаться, там попереписываться, пообщаться, повыбирать, но, тем не менее, возможно, там получится найти того, кто подешевле поможет вам врубиться вообще в то, что происходит. Если же бюджета чуть побольше, и здесь, наверное, это будет близким к идеальному решениям, то можно пройтись по небольшим студиям разработки. Их много. Я в свое время изучал рынок. Мне кажется, как строительных компаний в каждом доме находится там в условном Петербурге, так и студии разработки в свое время там тоже наплодилось очень много. Сейчас, конечно, многие сидят, наверное, без работы и закрылись, но, тем не менее, для вас это, например, возможность подешевле найти команду разработки. Здесь минус в чем? В том, что, скорее всего, там работают неопытные очень специалисты. Плюс же в том, что, ну, они хоть как-то работают, они уже там как-то сдружены, в коллектив собраны, и процессы там какие-то уже налажены. И, возможно, что-то они для вас доразработают. Если же бюджет прям сначала позволяет со старта, то можно пойти и в более именитые, в крупные, в какие-то крутые студии. Там, скорее всего, то, что вам нужно, вам разработают, по ходу объяснят, в чем там могут быть проблемки и где можно что улучшить. Ну, единственная проблема в том, что это будет дорого. Главное, что тут стоит понимать, что на выходе, после вот этого первого процесса, у вас на руках должна оказаться вот эта MVP или прототипная версия продукта. То есть ваша идея должна быть превращена вот в штуку, которая работает в интернете и способна проверить вашу бизнес-модель. А дальше начинаете ее крутить, вертеть, пытаться продать, получить с этого прибыль. Когда сможете ее достаточно хорошо монетизировать, ну, дальше, собственно, начинаете развивать бизнес. Чтобы резюмировать сегодняшнюю тему, надо, во-первых, запомнить, что IT — это не та индустрия, где, типа, если что-то выглядит подозрительно дешево, то оно не может быть хорошим, короче. Значит, что где-то вас хотят обмануть, и, скорее всего, обманут вас там, где вы этого даже и не увидите. Потому что, да, одно дело нанять строителя, который поклеит вам обои, вы увидите, что они поклеены там горизонтально вместо вертикального, да. А другое дело, вот вам отдали кусок кода, как вы его будете оценивать, что это вообще за код, откуда он взялся и что, собственно, там наделано. Вот, с другой стороны, IT ниша довольно сложная, входить в нее нужно маленькими шажочками, и со своей стороны я здесь могу предложить собственные услуги, потому что я себя прокачал, собственно, с одной стороны, как предпринимателя, с другой стороны, как программиста и технического специалиста, как раз для того, чтобы, задача у меня такая изначально была, разрабатывать прототипные версии продуктов. И я не лучший в мире программист, но тем не менее я пойму, что вы хотите, подскажу вам, как это получить, и помогу разработать. Контакты мои, собственно, в описании под видео, переходите, там написано и цены, доступность и все тому подобное. Или же, как минимум, оставайтесь здесь на канале, я буду рассказывать как раз вот внутреннюю кухню айтишки, каких-то там моментов, которые сложно понимать, когда вы в индустрию не попадали. Чтобы рассказывать об этом, у меня есть опыт замечательный и работы в разных продуктах, от малых там до вполне себе крупных, и опыт работы в динамическом стартапе, который прям развивался у меня на глазах, и все процессы там настраивали. И опыт работы в студиях у меня тоже есть, поэтому мне есть что вам рассказать, и вполне компетентно это могу сделать. Вот, лайки, комментарии, все приветствуется, задавайте ваши вопросы, так мне будет проще понять вообще, о чем рассказывать, потому что, когда ты где-то долго вращаешься, ты потом уже привыкаешь, и тебе кажется, что все вроде бы легко, а на самом деле, вопросы у людей есть, и вот если они у вас есть, задавайте, буду отвечать. Если у вас еще вдруг остался кофе, вот вам, что еще можно посмотреть прямо сейчас продолжение, и это про IT для вашего бизнеса. Я Артем Галухин, пока.